Гульнара, здравствуйте. Вы на Здравствуйте, связи? жена. Вы на связи с нами? Вы прекрасно нас Да, слышите? здравствуйте, все хорошо, спасибо. Хорошо вас слышу, вижу. Очень Ага. рада видеть вас. Я тоже очень рада вас видеть. Тем более, что мы давно планировали лайвстрим вместе с вами. Но вот сегодня как раз это удалось нам, потому что сегодня тема наша будет очень интересна в том плане, что она затрагивает нас всех, она актуальна всегда, а тем более в нашем сегодняшнем обществе. Это тема семьи. Гульнара, если я не ошибаюсь, сколько у вас детей? Трое, по-моему, да, вы говорили? У меня 4 детей. Четверо детей. У Гульнары большая семья. Гульнара успевает и работать, и воспитывать детей, растить их, и быть хорошей хозяйкой дома, хорошей супругой. Гульнара, как вам удается? Четверо детей. И я так поняла, что они отнюдь еще не такие большие, они, получается, у вас погодки, да? Ну, не совсем погодки, старшему 14, потом дочери 12, сыну 7 и младшей 4 года дочери. Успевать получается по-разному. Главное любить детей. Это вот основа всего, вот просто любить детей. А там в процессе дети учатся быть самостоятельными. Потом вот эта вот позиция, что что-то, если я не проконтролирую, что-то пойдет не так, ну, чуть-чуть, может быть, оно будет не идеально, но оно случится. По основным вопросам я контролирую детей, слежу, конечно, я понимаю, какие-то вещи я не упускаю. Но там, где можно разрешить им сделать что-то самим, я всегда разрешаю сделать им самим. Оставляю им пространство это и не переживаю. И тогда все получается. Гульнара, я хотела бы сегодня задеть эту тему семьи не просто так. Я хотела бы поговорить с вами о семье Димаша Кудайбергена. Почему? Потому что семья Димаша Кудайбергена – это простая казахская семья. Вот все мы живем в таких же семьях. Наши близкие, родные, это наши бабушки, дедушки, мамы, папы, которые воспитывают нас. И, безусловно, вот хотелось бы именно сегодня поднять вопрос о том, какова роль бабушек, мам и наших сестренок в семьях. В частности, как передаются ценности, поколенческие ценности и от бабушки к маме, от мамы к дочери. Вот этот вот вопрос. Я не хотела бы сейчас распыляться, говорить полностью о семье, потому что тема очень обширная. Большая, да. Да, и не хватит времени для обсуждения такой большой темы. Поэтому сегодня давайте мы поговорим конкретно о бабушке, маме и сестренке, потому что вот у Димаша в семье мы ярко видим 3 поколения. Бабушка. Что мы знаем, какую владеем информацией о бабушке? Бабушка Димаша и дедушка Димаша взяли своего старшего внука Димаша к себе на воспитание. Но это, вы знаете, есть такая традиция. Например, я тоже так воспитана была. Вот. И многие старшие дети в семьях воспитаны у бабушек и у дедушек. И порой называют их мамами и папами. До какого-то даже возраста и не знают о том, что на самом деле это, значит, бабушки и дедушки это не настоящие их, так скажем, родители в плане не мамы, папы, а бабушки и дедушки. Как это произошло в семье Димаша? Он как-то говорил, что об этом узнал. Он говорил о том, что своих родителей, маму и папу, называл тетя и дядя. Вот. Значит, вот бабушка Димаша, она постоянно думала о воспитании Димаша в каком плане. Она хотела, значит, ну, большого артиста она не хотела, может быть, первоначально делать с него, но она вкладывала большой труд в то, чтобы Димаш стал хорошим музыкантом, певцом.
Порой Димаш рассказывал о том, что он помнит такие истории, когда бабушка стояла часами и ждала, когда Димаш выйдет с музыкальных дополнительных уроков. Вот. Но вот я хочу вам вопрос задать, Гульнара. Вопрос такого характера, Гульнар. Какова роль бабушек в казахских семьях? Мы не говорим о казахстанской семье, хотя можно экстраполировать это понятие на казахстанскую семью. Мы сейчас говорим о казахских семьях, потому что вы казашка, и я казашка. Мы прекрасно знаем наши семьи, поэтому, пожалуйста, вот такой вопрос. Бабушка в казахской семье. Ну, бабушка в казахской семье – это, конечно, тот кладезь мудрости, который передает детям. Притом это происходит, знаете, нативное. То есть не так, что вот ты делай так или ты делай так. Мудрость наших ажешек и апашек в том, что они своим примером, делая что-то, учат внуков. И вот эта вот традиция, ну вот сформировавшаяся с советским временем, там, когда дети учатся, уже, конечно, это не то время, когда жили в юртах, когда кочевали. А в советское время это вот каникулы, куда папашки, каташки отправляют, и все каникулы ребенок там, да. Или если бабушка, дедушка забрали ребенка на воспитание, как у Димаши, да, получилось, и у многих, как вы, вот выросли, тогда ребенок прям растет в этой среде, и он получает ту неоценимую мудрость, ту, которую, если нет рядом именно бабушки, дедушки, притом мама с папой эту мудрость не могут еще донести, они ее еще не знают. Они еще не дошли до тех лет. И ввиду своей занятости, ввиду вот своего там графика жизни, они не слышат, не видят, а именно бабушки. Гуляя на улице с ребенком, песенку поют, там баурсаки делают. И вот в этот момент происходит вот это вот то бесценное, да, потому что вот я помню свою бабушку, даже мы к ней приезжали, она прожила 98 лет. И она прошла Первую мировую, Вторую мировую, их там раскулачивали, они 5 раз вставали. 5 раз в жизни, бабушка говорила моя, мы вставали, брали только самые необходимые вещи, выходили, и все, что накопили, вот, дунье, вот это вот все, что они оставляли, и уходили, чтобы остаться живыми со всеми детьми своими. А в голод, вот когда вот голодомор был, моя Пашка, она рассказывала, что ей приходилось, чтобы не загнать лошадь, она там в трудные моменты сама тянула арбу вместо лошади, чтобы лошадь живая осталась, чтобы ей потом на лошади еще нужно было много здесь. И прожив вот такую сложную жизнь, она вот уже за 90-е была, у нее полная ясность ума была, полное вот желание жить и вот делиться. И она всегда говорила, что вот это все, вот то, что там, о чем переживают люди, вот это вот добро, там какой-то машины, квартира, она говорила, все, это дунье, говорит, которое все, что есть, что нет. И вот это вот оно потихонечку вот какими-то простыми фразами ложилось в нас. Она говорила, что никогда не стыдно просить там в туалет, попросите покушать. Какие-то вещи, какие-то простые, вот самые простые, но они, я так хорошо запомнила, вещи, которые говорила Пашка. И я думаю, у всех есть такие вот вещи, которые именно мудрость, которая пришла именно с Пашками, с Аташками. Не спеши, говорит, папа мой всегда говорит, там какие-то вещи вот такие, они простые, они говорятся не так, тебя не садят и не говорят, вот ты слушай, я тебя сейчас научу. Нет, это в повседневной жизни оно как-то так раз-раз и переходит к ребенку. И когда вот еще случай из моей жизни, когда мы вот организовывали веломарафон Астана-Париж, у меня прям стоял вопрос, нужно было и либо ехать с мужем, волонтером, проектом, сказать, куратором проекта, нужно было там администрирование, вот это все нужно, очень нужна была помощь мужу. И вместе с тем у меня уже 3 детей к тому времени, младшему год и 3 месяца, то есть, ну вообще.
И оставить, как оставить, не оставить, как можно оставить. Дочь идет в 1 класс. Мы как раз, получается, к 1 сентября не возвращаемся по графику, 8 сентября заезжаем в Париж. То есть, ну вот это вот первая линейка, бантики, вот это вот фотография, там, все это у меня пропадает, если я еду. И, ну, как все со всех сторон обвиняют: вы плохая мама, как вы можете бросить 3 детей, поехать, что за безответственность. С другой стороны, я понимаю, что сейчас, не поехав, не поддержав мужа, да, не поучаствовать в этом, я буду всю жизнь об этом жалеть. Да. Во-первых. Во-вторых, муж вернется другим человеком, а я останусь все тем же. И это тоже как бы о семейных ценностях, да, можно потом потерять семью, если не идти вместе в ногу. На чаше весов вот такие какие-то грузы, такие весомые со всех сторон. И в конце концов я принимаю решение ехать, потому что, во-первых, машин не хватает, во-вторых, столько там вопросов, которые нужно помочь, а в-третьих, я хочу просто поехать. Как человек я не хочу. Я столько готовилась, я вместе со всеми не спала ночами по полгода. Полгода мы, вернее, готовили этот проект, я им жила, и теперь сам в этот момент я, получается, должна остаться дома. Ну, как бы, ну, вообще, мы решаем ехать, и как детей мы распределим. Вы поехали с 3 детьми? Да, вот как раз подвожу к тому, что мы всех 3 детей оставили бабушкам и дедушкам. 2 детей отправили моей бабушке старших детей, моей маме, в Усть-Каменогорск, они там 3 месяца находились. И в школу мы пошли в 1 класс в октябре месяце, потому что мы вернулись только к концу сентября. А младший сын, которому год и 3, остался с мамой моего мужа. Мы так детей распределили и, собственно говоря, поехали. И сделали, я думаю, очень правильно и мудро. Я когда вернулась, мы никогда не могли себе позволить так долго отправить, так надолго своих детей. Мы приезжали на 10 дней, там, на 15 дней. А тут они полноценно 3 месяца прожили с Апашкой и с Аташкой. Я удивилась, какие у меня дети. Я думала, что мы отстали по школе, по программе, я думала так. Мы не пошли в 1 класс, там, мы уже там кто-то там читает, пишет, а мы ничего не умеем. И, боже мой, какое было бы удивление мое, когда мой ребенок, который должен был пойти в 1 класс, она уже и пишет, она уже стихи рассказывает, она уже буквы соединяет и читает, все, как бы все происходит. То есть Апашка взялась за цель, взяла на себя эту ответственность. Притом дочь у меня такая неусидчивая, невозможно было посадить. Тут смотрю, она пишет. И мне мама говорит: доча, я тут мы с ней занимались маленечко, я думала, что не так сильно вас оставили. Так мы не то, что оставили, мы вперед ушли там. Потому что Апашки, Аташки, они, во-первых, очень ответственны. Во-вторых, вот эта мудрость, они как-то мягко, там, где мы, может быть, уже нас не хватает терпения, у них хватает терпения, мудрости, вот это вот алдап-судап по-казахски, да, как говорят, не ругаю, но как-то так, чтобы донести, что это важно. Они, смотрю, мне целые поэмы там наизусть рассказывают вдвоем по очереди. Мама говорит: что ты сделала с детьми? Она говорит: да вот, доча, мы занимались, притом ничего так сверхъестественно делали. Утром встает, мама вот у нее там нет вот этого бежать на работу, сломя голову, там у нее куча там задач, цели, мечты там. У нее вот радость такая: дети приехали, она встает, им завтрак, обед, это все с любовью. Это ужин, это прогулка вовремя, сон вовремя. И вот именно бабушки не умеют вот это выстраивать. Потом их слушаются дети, они так... И мы ничего не потеряли. Наоборот, я думаю, это вот то самое ценное. Может быть, они запомнят что-то там. Они до сих пор вспоминают уже сколько, 6 лет прошло, как они тогда 3 месяца жили у бабушки. Может быть, они не помнят, как они учились в школе, там, какие-то сентябри свои, октябри, там, вот эти там утром... А они помнят вот это самое ценное, что они там провели. И младший сын у меня с Пашкой остался, это же тоже совсем маленький, практически грудной ребенок. Ничего, Пашка нашла с ним общий язык. И он и все вещи складывает сам, и все делает сам. И вот он сейчас растет, и смотрю, у него какая-то вот не по годам мудрость вот это. Знания, конечно, это вот это вот школьные знания, они со школы приходят. А вот это внимательность, чуткость к людям, он видит, он принимает решения, как бы я понимаю, что он все обдумал уже и потом это сказал. Я вот буду делать так.
И спросив его, он рассуждает очень четко. Потому что вот я думаю, что вот так будет логично, вот так будет правильно. Он тонко мыслит, как взрослый, мудрый человек. То есть они видят как ситуацию бабушки, дедушки. Если мы видим ситуацию, ой, вот здесь все кошмар, они видят дальше, они видят глубже ситуацию. Ну что, есть опыт за плечами, и используя этот опыт, естественно, они дают сразу точный результат, вроде бы сразу говорят ответ, и, может быть, и не объясняют почему, но у них есть большое почему так получилось, почему сейчас именно это мы будем делать вот так. Потому что она точно знает, что есть вот там 4 варианта развития событий, и это будет самый верный. Потому что уже в голове есть опыт годов. И я думаю, вот то, что Димаш вырос у бабушки с дедушкой, это вот тоже как раз-таки вот эта мудрость, вот эта правильность, вот эта вся его порядочность, да, вот это вот его какой-то вот этот светлый человек, и вместе с тем очень дисциплинированный, очень грамотный. Это же только вот, кто еще может так посвятить детям все свое время? То есть родители точно не могут. Это те люди, которые там бегают, работают, там где-то ребенка отвезли, привезли, там хвостик завязали, там все, на это все заканчивается. Ну, как-то так, в суматохе какой-то. И только бабушки, дедушки, они могут не спеша, с чувством, с толком, расстановкой. Они с кашей там какую-то байку рассказывают, песенку поют. Они какие-то поговорки, пословицы бесконечные знают, притом они их вплетают, они даже не задумываясь. Но это не школьная программа, когда теперь запиши, там они между делом все это говорится, делается, и все внедряется. И ребенок растет с этим. Я думаю, вот это вот очень важно. Вот это мое мнение такое. Да, Гульнара, я хотела бы сказать, что сегодня особенный день. Сегодня мы открываем женский клуб. Что значит открываем женский клуб? Вот сегодня первый день нашего лайвстрима. Этот лайвстрим посвящен именно вот вопросу семьи и открытию нашего клуба. Клуб называется женский, но на самом деле это не значит, что в нем не могут принимать участие мужчины. Почему женский? Потому что мы обсуждаем вопросы семьи, ну вот, наверное, с точки зрения женщин. А это важно, потому что вы женщина, и я женщина. И мы как бы открыли этот женский клуб. Это важно с точки зрения нашего возраста, с точки зрения нашего пола, с точки зрения нашей национальности, с точки зрения стран, где мы проживаем. Поэтому клуб называется женским. Это это то, что касается сегодняшнего дня. Сегодня в Америке большое мероприятие, большое празднование, событие. Это день рождения США, день рождения Америки. Да, кстати, с праздником. Сегодня же День независимости США. Да, сегодня День независимости США. Независимость от, значит, Великобритании приобрела в 1771, по-моему, году. Вот поэтому сегодня очень большое мероприятие, очень такое грандиозное событие в городе Сан-Франциско. Оно отмечается обязательно салютом, концертами и так далее. Но сейчас мы перейдем обратно к нашей теме разговора. Почему? Потому что вот хотелось бы задать вопрос. Очень многие отмечают, что ребята, те, кто рос в семье бабушек и дедушек, и те, кто рос в семье, обычной семье с родителями, они очень отличаются. Вот вы очень верно сказали, что в первую очередь они отличаются своей мудростью. То есть они поведенческие, да, какие-то признаки у них совсем другие. Они разговаривают по-иному, эти ребята. Допустим, если сравнить молодого человека, 15-летнего, с обычной семьи, и из семьи, где он рос с бабушкой и дедушкой, он будет много знать, как вы сказали только что, пословиц, поговорок казахских. Он будет наиболее такой степенный, спокойный. Он умеет скопировать какие-то поведенческие характеристики от дедушки своего, от бабушки. То есть это совершенно другой ребенок. Вы согласны со мной? Да, конечно. Угу. Согласна. Я считаю, что никак нельзя исключать бабушек и дедушек из процесса воспитания.
И я знаю, есть семьи, где не доверяют там бабушкам и дедушкам, бывают молодые. Мама говорит, вот он там кормит не тем, сейчас модно кормить там брокколи там с этим, а Пашка там пельменями его кормит, там еще что-то там, или там баурсаки едят за обе щеки дети там, или они там баулих коров хвосты крутят, он должен там английский язык изучать в это время в какой-нибудь Великобритании в летнем лагере. Но на самом деле английский язык в Великобритании у него будет возможность всю жизнь там поехать и поучить, а Пашке, как это не печально признавать, это не на всю жизнь, правильно? Дедушки и бабушки, и надо ценить, надо уметь расставить правильные приоритеты. Да, когда мы говорим, что вот там, или думают, что Пашки там как-то так не так делают, там и не вовремя, или еще чему-то там не тому учат. На самом деле, это, вот, я не знаю, там, может быть, какие-то исключения есть там, и все-таки на доверии к Пашкам и Аташкам ребенок получит больше, чем его там на 40 кружков запишут, да, и все лето будут по ним возить, там, вот ты должен за лето там казахский, английский выучить, там, математику подтянуть, какой-нибудь там, я не знаю, в Бостон съездить, чтобы там изучить там все университеты, какие-то там ездить, там, профориентацию пройти, там, что-то. Конечно, это все важно очень, но с точки зрения приоритетов все должно быть в балансе, все-таки Пашки, Аташки должны присутствовать в семье. Единственное, что вот у меня есть такое, я думаю, не знаю, вот у вас как раз хотела спросить, вот нет такой, не осталось детской обиды, что вот взяли вас и отдали как ребенка? Абсолютно нет, потому что дедушка, бабушка и папа с мамой все равно же рядом. Они же все равно там либо посещают, либо все равно ты живешь и в той, и в другой семье. Какая может быть обида? Наоборот, это такая расширенная семья. Ты чувствуешь, что ты находишься не как сверстники, не в обычной семье, ты в расширенной семье находишься, с бабушками, с дедушками. Это тебе придает какое-то богатство, допустим, в том, что есть большое количество родственников вокруг тебя, на которых ты можешь ориентироваться. Это дает тебе уверенность, как вы только что сказали. Но самое главное, я думаю, что вот как раз ваш курс, вы даете очень правильные ориентиры того, что есть определенное время, ценности семейные нужно вкладывать в определенное время. Я понимаю, что жизнь, она такая очень, как сказать, находится в постоянной суете. Я понимаю, что нашим детям нужно освоить большое количество материала школьного. Потому что я сама являюсь матерью, я знаю прекрасно, что мои дети, они были постоянно в таком цейтноте бешеном. И вот вы очень верно сказали, что надо расставлять правильные приоритеты. Что вы имеете в виду? И есть ли это в ваших курсах, которые вы предлагаете? О чем вы говорите в ваших курсах? Это как раз о том, чтобы сразу на этапе еще знакомства со своим будущим супругой и супругом выстроить вот эти ценности, семейные ценности правильнее. И постепенно, я думаю, что внедрять в семье не то, что своим примером в первую очередь, да, ребенок делает не то, что ему говорят, а то, что он видит. В первую очередь воспитывать детей своим примером. И вот выстроить баланс в семейной жизни. То есть и не так, что, конечно, там не каждый может там дать ребенка бабушкам и дедушкам, и не все есть бабушки и дедушки, которые могут взять детей там, в силу своего возраста, бывают взрослые совсем бабушки и дедушки, которые уже, которым сложно быть действительно. Но надо выстроить отношения так, умудриться, да, что будет все в балансе. Будет и мама с папой, и на каникулах там или на выходных обязательно бабушка, дедушка. И не лишать детей, ни в коем случае не лишать их общения. Очень часто еще в семьях сейчас современных бывает какие-то осуждения, да, там бабушек, дедушек, там, не знаю,
ни в коем случае ребенок не должен плетаться вот в эти истории. Там. Это на самом деле вообще не должно быть этих историй там, про свекровь, про тещу, там она так, где-то она не так, там эти вечно вот она там, они ее с телевизора посадят, а ребенка моего его там ничего не делает, там, или наоборот его там все заставляют делать, или там его морально подавляет, бабушка там еще что-то, ну, какие-то бесконечные претензии, да, к своим родителям мужа или к родителям жены, да, такие вещи какие-то, сразу принять этот момент, что да, родители, они такие. И ваш ребенок, раз он пришел в вашу семью, значит, его бабушка с дедушкой его ничему плохому не научат, потому что они его любят, потому что это его родные бабушка и дедушка, и как бы там не казалось, что они какие-то там неправильные, или старомодные, или там какие-то отставшиеся, или наоборот там какие-то у них, может быть, там идеи не такие с вашими, не совсем, которые коррелируются, но все-таки, если этот ребенок пришел в вашу семью, значит, он должен, да, послушать бабушку, должен вырасти с этим опытом. И наоборот, он получит... Мы думаем, что мы умные, но на самом деле, знаете, мудрость, она там в возрасте, мудрость, все равно она там ее больше. Человек больше, у него за плечами опыта. И там, где нам кажется, что там сейчас так не купают, так сейчас там не кормят ребенка, все равно где-то, ну, конечно, не совсем все должно быть в балансе, да. Какие-то вещи по-современному сделать уже, потому что все-таки время идет, там жизнь меняется, темпы меняются, там еще что-то. Но что-то незыблемое, какая-то мудрость человеческая, она остается. И вот эту незыблемую мудрость, которую вот это ничем как бы неизменные, да, аксиомы такие, они живут в опашках и этажах. Есть там переменные, которые там бесконечно меняются, там то ребенка с 6 месяцев надо кормить, там то все время, то там. Да, там оказывается, пеленать не надо, много всевозможных, да, есть позиции, точек зрения. Да, когда вводить прикорм, водой поить, не поить, это купать, не купать, там это столько споров, только ребенок рождается, там уже целые вокруг эти консилиумы. Воде, ребенок, да, в воде и так далее. Да. Гладить с 4 сторон или с 2 сторон. Да, я согласна с вами. Конечно, много разногласий могут быть, но все-таки ценности, которые дают нам наши есть родители. Какие-то аксиомы, которые они стоят столпами, их не сдвинешь все равно. И чтобы вы там с ребенком не делали, там вы его там масло мажете прокаленным на огне, или там Джонсон и Джонсон. Ребенок продолжает расти, несмотря на все это, на все ваши нововведения или наоборот старомодное это воспитание, ребенок растет. И он получает то, что получает. И он даже к вам пришел в вашу семью, он это, будет наблюдать, будет получать, такой опыт, вот какой он пришел к вам. Он выбрал вашу семью, он выбрал ваш опыт проживания жизни ваших бабушек и дедушек. И пусть он это возьмет. И ничего, я думаю, там плохого. Главное, что без перегибов всегда должна быть вот эта золотая серединка, когда есть баланс во всем. То есть не так, что совсем инфантильно там, и вместе с тем не так, что совсем ребенок как солдат утром встал в 6 утра и пошел, у него там баскетбол, волейбол, там скрипка, фортепиано, там бокс, и к вечеру он приходит домой, и он не знает, счастлив ли он в этот момент. Самое главное же, чтобы ребенок рос счастливым. Может быть, не нужно 40, там, может быть, 3 достаточно. Но чтобы больше он вас видел, бабушку с дедушкой видел. В выходные мог по футбол погонять, не знаю. Вот такие какие-то вещи, они очень важны. И на своем курсе как раз-таки я очень много именно внедряю простых вещей, простых отношений в семье. Но все начинается с базовых. Как найти своего супругу, как выстроить отношения, как воспитывать детей, что важно. Естественно, каждый мы будем воспитывать своим, но есть какие-то основы, какие-то вещи,
которые все-таки основные. Вот именно об основных вещах курс вот этот. Как выстроить отношения так, как не выгореть, как остаться, например, не погрязнуть совсем, да, вот в быту во всем, а как быть и самой собой, и чтобы и не забыть про детей, и чтобы дети не были такими, что они, ну все, вас забрали, у вас все, и вы остались ни с чем. Это тоже очень важно. Растить детей так, чтобы и вы процветали, и росли, и занимались чем вы хотите заниматься. И дети, чтобы занимались тем, чем они хотят заниматься, а не тем, чтобы вы хотели, чтобы они занимались. И вот эту гармонию, чтобы выстроить, вот об этом курсе. О том, что самое важное. И конкретно по полочкам, на конкретных семейных ситуациях, какие бывают в обычной жизни, не в каких-то там разговорах, а в обычном бытовом пространстве, из чего строится семья. Утром кто-то уходит на работу, вечером кто-то возвращается, или человек дома работает, или что-то еще происходит. Простые вещи, как с чего семейный ужин, завтрак и обед, это то, из чего состоит наша жизнь. Ну, как бы мы ни хотели, да, у нас там много всего, мы там кандидаты, депутаты, там мы там все на свете, бизнесмены и там, достигаторы, олимпийские чемпионы, но домой-то мы приходим, кто мы? Папа, мама, муж и жена. Мы, вот у нас есть завтрак семейный, есть обед, есть ужин, есть семейные праздники, традиции внутри семьи. И вот эти вещи, которые нужно, как бы мы ни закрывали на них глаза, там вот это, все это мне не важно, они нашу жизнь строят. Мы с этим живем. Если мы не проснулись и не покормили мужа завтраком, ну, он сам может покушать, ну и зачем мне это надо? И мы так, получается, можем какую-то связь потерять, в конце концов, с мужем, потому что он уходит сам, приходит сам, там, больше в холодильнике. И какие-то вещи, когда муж приходит, и ему неинтересно, там, пришел и уже сразу диван, жены диван, там, а то, что его жена целый день была чем-то занята, была детьми занята, у нее тоже есть какие-то мысли, чувства, и он считает, что это не важно, а это важно, и это нужно уметь выстроить, выслушать. И вот какие-то простроить вот эти простые вещи, да, не ждать от друг друга каких-то супер чего-то там. И вместе с тем уметь и принимать, и давать, и выстраивать вот эту вот линию семейной жизни очень гармонично. И чтобы, приходя домой, мы оставляли за дверью, прежде чем постучать, позвонить в двери, все свои галстуки, там, не знаю, маски все рабочие, там всякие разные, и уметь приходить домой просто папой, просто мамой, просто сестрой, просто быть вот свою роль жены и мужа, мамы и папы выполнять именно так. Потому что нас учат быть там профессорами, учат быть там бизнесменами, предпринимателями, а быть женой, быть мужем, быть папой, быть мамой никто не учит. Потому что вот это как раз немножко утратилось в связи с каким-то советским периодом, может быть. А вот это вот преемственность, когда от дедушек, бабушек передается, вот когда они живут все вместе, и мудрость свою передают, как жить, как строить. Были точные там, установки. Праздники мы так отмечаем, это готовим, в этот праздник, это этому подаем, это так встречаем, это делаем так, там, как называем мужа, брата, как мы называем там, наоборот, как, есть традиционные понятия, да, как к кому относиться, как кого называть, родных, кого нельзя по имени назвать, кого наоборот, да, ну вот все эти вещи, они как-то утратились, и новые не ввелись, и какой-то вот разлад получился из-за этого, мне кажется. Не то, что кажется, так происходит сейчас очень. Многие семьи рушатся об простые вещи, об вот утраченной традиции.
И вот это вот выстроить и не совсем уйти в архаизм, и вместе с тем выстроить вот грамотное отношение к семье. Вот об этом курсе. Вот давайте мы сейчас более конкретно поговорим, о каких традициях вы имеете в виду, какие традиции нужно выстраивать в семье в нашей следующей части, потому что сейчас у нас заканчивается Zoom-митинг. Гульнара, вот пока я не вижу, что кто-то присоединился к нашему чату, но я думаю, что присоединятся. Вот, поэтому давайте вторую часть мы продолжим. Я хотела бы вам вот такой вопрос задать для второй части. Значит, что за традиции, о каких традициях вы имеете в виду? Это не только традиции, наверное, семьи, это и традиции национальные, наверное, культурные, социальные традиции, потому что семья – это есть отражение общества. Как бы мы ни говорили, все равно семья есть отражение общества. Как бы мы ни хотели называть ее по-другому. Вот сейчас, например, в Соединенных Штатах Америки вот, понятие семьи, оно довольно очень сильно утрируется. Потому что двое людей, которые живут совместной жизнью, уже называется семья, семьей, даже если они одного пола. Поэтому вот всегда надо очень четко понимать, что такое семья, и в связи с этим какие существуют традиции. Вот сейчас мы об этом поговорим. Вы дадите свое определение семьи, это очень важно, потому что свое определение семьи, оно у всех разное.